Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. С какими силами им удалось сдержаться, чтобы не поцеловать друг друга? Девятое место. Как же жестко он палится. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Я никогда в жизни так сильно не понимал кого-то, как человека на этом видео. Пересечений с Тэйкук в этом клипе становится все больше. Парная одежда. Седьмое место. Тэйкук — это когда самые обычные действия с ним вызывают мурашки у других. Шестое место. Поведение пары. И каждый из 900 тысяч зрителей почувствовал себя третьим лишним тогда. Верните их друг другу. Первый и самый главный фанат. Пятое место. Этот взгляд Тэхёна. Об этом можно говорить вечно, он так влюблен. Четвертое место. Забота. Третье место. Новости.
Фанатка написала: когда выставка уже подходила к концу, я заметила фанбоя Чангука, который усердно выводил надпись «Я тебя люблю». Это так мило, что сейчас разревусь от умиления. Прямо в душу смотрит. Сотрудник Shinsegae Square рассказала о беспрецедентном отклике публики на песню Тэхёна «Winter Ahead». Я работаю в этой компании уже давно, но подобная публичная реакция для меня первая, и это кажется приятно непривычным. Благодаря приветствию от аккаунта Тэхёна, похоже, мы превзойдем 5 миллионов просмотров органически, не потратив ни цента на рекламу. Когда мы планировали это пространство, мы надеялись, что оно станет местом, которое полюбят люди по всему миру, и кажется, что мы сделали большой шаг к этой мечте. Тизер Real Winter Ahead, клип, размещенный Shinsegae Square, превысил 10 миллионов просмотров в Instagram после того, как Тэхён поделился им в своей истории. Новое фото с БАМ. Новое видео Бами с друзьями из центра. Красавчики. Все как на подбор. BTS вновь вписали свое имя в историю музыки, добившись выдающегося успеха. Они стали второй группой после легендарных The Beatles, у каждого участника которой есть альбомы, попавшие в топ-10 чарта Billboard 200. Это достижение подчеркивает не только общий успех коллектива, но и индивидуальный вклад каждого из участников. Ранее такого результата смогла добиться лишь культовая британская группа, что еще раз подтверждает масштаб и влияние BTS в современной музыкальной индустрии. Мы безмерно вами гордимся. Когда он вытаскивает ушные мониторы во время выступлений, чтобы послушать ARMY. Все еще самый легендарный дуэт. Да не осуждают они никого. Также они и их лица с субтитрами. Тизер Winter Ahead
завершает первые 24 часа на YouTube с 2,22 миллионами просмотров и 588 тысячами лайков, став самым просматриваемым тизером корейского солиста в 2024 году, а также самым популярным и третьим по количеству просмотров тизером к поп в целом 2024 году. Первый тизер музыкального клипа Winter Ahead за первые 24 часа на YouTube. Самый просматриваемый тизер корейского солиста в этом году за 24 часа. Тизер, набравший наибольшее количество лайков среди всех артистов в этом году в течение 24 часов. Солист K-pop, который быстрее всех набрал 1 миллион просмотров в этом году. Первый и единственный тизер музыкального клипа корейского солиста, который набрал более 2 миллионами просмотров в течение 24 часов. Тэхён, мы гордимся тобой. Мы любим тебя. У него самая лучшая, искренняя улыбка, которая освещает весь мир. Бедра Чангука. Вы только представьте, как удобно Тэхёну сидеть на этом стуле. Ему так идут тату. Big Hit назначает нового генерального директора Шин Сан-джон. Шин Сан-джон является сотрудником компании с 2010 года. Занималась направлением обучения и развития, системой развития талантов, отбором стажеров, разработка и реализация программ обучения. Артисты, дебютировавшие в том числе по итогу работы Шин Сан-джон, BTS, TXT, NHIPEN, LE SSERAFIM. Бывший генеральный директор Шин Йин-дже сосредоточится на функциях руководителя Hype Music Group APAC, курирующий рынок Кореи и Японии в направлении инвестирования в ресурсы и совершенствования функций музыкальных сервисов. Покажите мне кого-то, кто будет уметь так много, как Чангук. Одна звездная поклонница Тэхёна тоже не осталась в стороне. Причем, именно со словами Хёшина у него есть все. Лауреат премий Тони и Оливье Гажалия Салонга опубликовала пост о зиме впереди Тэхёна. Так рада этому. Когда-то она написала про Тэхёна: мужчина, чей голос можно сравнить с чашкой горячего шоколада во время метели, теплыми объятиями в конце очень плохого дня или успокаивающим шепотом. Все в порядке. Я знаю, что ты чувствуешь после того, как ты хорошо, сильно выплакался. Обожаю его настоящего всей своей душой.
Ему идет абсолютно все, а какого Тэхёна выбираете вы? Чангук такой маленький рядом со своим отцом. Корейские СМИ сообщили, что Чангук установил новый рекорд в Японии, поскольку его Golden Vinyl дебютировал на 3-м месте в японском ежедневном рейтинге альбомов Oricon, что является самым высоким рекордом продаж дебюта для сольного исполнителя K-pop. Чангук установил новый рекорд в истории сольных исполнителей K-pop, выпустив наибольшее количество песен номер 1 в японском ежедневном чарте синглов Oricon в общей сложности 7. Golden Чангука ранее дебютировал на 1-м месте в чарте Billboard Japan Hot Albums и чарте Download Albums. Он сразу же занял 1-е место в ежедневном чарте альбомов Oricon с продажами в 205 961 копий после релиза. По состоянию на ноябрь прошлого года было продано более 250 тысяч копий, и он получил сертификацию Gold Disc Platinum от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Японии (RAI). Чангук возглавил ежедневный чарт синглов Oricon с 7 песнями: Seven, 3D, Standing Next to You, Never Let Go, Dreamers, Stay Alive и Left and Right. В марте Чангук получил награду Song of the Year by Download в категории Азия на 38-й церемонии вручения наград Japan Gold Disc Awards за песню Seven, забрав этот трофей домой 2-й год подряд. Наш золотой. Фокусы с Чангуком. Прошло много лет, а во взгляде Тэхёна с каждым годом все больше любви. Чангук, приближающийся к камере. BTS на уроках корейского языка. Министерство образования усиливает поддержку корейского языка за рубежом. Министерство образования Республики Корея объявило о планах активизировать преподавание корейского языка в зарубежных начальных и средних школах. В рамках этой инициативы, помимо других мер, будет расширено использование контента, связанного с BTS, что связано с глобальной популярностью корейской культуры. На 9-м заседании министров социальных отношений Ли Джух Хо, заместитель премьер-министра по социальным вопросам и министр образования, представил план активизации преподавания корейского языка за рубежом.
Основные меры. Первое. Создание специализированного органа для стратегического распространения корейского языка. Министерство образования планирует создать новый орган, который займется исследованием и анализом спроса на обучение корейскому языку, а также разработкой стратегий для разных стран и регионов. Второе. Расширение программы по отправке носителей корейского языка. Будет увеличено количество корейских преподавателей, направляемых в зарубежные школы, где существует высокая потребность в обучении. Третье. Обучение зарубежных преподавателей корейскому языку. Путем сотрудничества с местными образовательными управлениями и корейскими образовательными центрами будет проводиться обучение зарубежных учителей методикам преподавания корейского языка. Это создаст основу для устойчивого международного обмена в образовательной сфере. Четвертое. Использование корейской культуры в образовательных материалах. Для уроков корейского языка будут активно использоваться видеоматериалы с участием звезд корейской волны, Халю, включая BTS. Например, Международный фонд образования корейского языка, АЙКФ, уже сотрудничает с компанией Hype для разработки учебных пособий с использованием контента BTS. Пятое. Расширение масштабов проведения экзамена TOPIK. С учетом растущего числа кандидатов, Министерство образования планирует увеличить частоту и доступность экзаменов на знание корейского языка TOPIK. В долгосрочной перспективе будет разработана цифровая платформа, позволяющая сдавать экзамены онлайн из любой точки мира, включая возможность проведения экзаменов на дому. Эти шаги направлены на усиление международного присутствия корейского языка и культуры, а также на повышение уровня их преподавания за рубежом. Одним из успешных примеров использования контента BTS в образовательных целях является проект Learn Korean with BTS. Эта программа была специально разработана для поклонников группы, желающих изучить корейский язык. В рамках проекта выпущены серия учебников, которые обучают корейскому языку через темы, интересные поклонникам, такие как приветствие, путешествие и культура. Умная ручка Моутопан, позволяющая слушать правильное произношение слов и фраз, а также воспроизводящая голоса участников BTS. Видеоуроки, доступные на платформе Weverse, которые используют существующий контент BTS, например, из шоу Run BTS, для обучения грамматики и лексики. Проект реализован в сотрудничестве с Корейским институтом языкового контента и Университетом иностранных исследований Хангук, что делает его уникальным образовательным продуктом, сочетающим развлекательный и учебные аспекты. Я думаю, что комментарии излишни. Когда он стоит вот так, чувствуются вайбы той самой недовольной женушки. «26 секунд искренней улыбки Чангука». Casual стиль Тэхёна.
Как нежно он показывает места родинок Тэхёна на своем лице, я кто вообще? Хлебные щечки Тэхёна. Чангук и его бальзамы для губ. Их необходимость чувствовать друг друга рядом, даже если они на расстоянии, делает меня слишком сентиментальной. Второе место. Это так интимно. Это всегда так лично и интимно. Их прикосновения самые лучшие. Законное расположение руки и не только. Первое место. Что там происходит? Тэхён выбрал тот же предмет, что и Чангук. Получается, у Тэйкуг был косвенный поцелуй. Люди говорят, Чангук и Тэхён не общаются вне работы. Тем временем Тэйкуг всю соло-эру. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.